Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в ремонте пылесос Samsung. Шумел очень сильно, со слов клиента. Потом перестал совсем включаться. Модель SC27251 AVB. Стандарт уже 230 вольт пошел. Стали писать. 19 год. То есть ему уже 5 лет. Давайте проверим. И заглох. Что-то видно сразу с двигателем. Будем открывать. Смотрим, здесь под ручкой один винт. Снимаем фильтр, проверяем. Похоже на строительную пыль. Снизу винтов нет. И еще два винта в углублениях. Откручиваем. И два под крышкой. Крышка держится на защелках. Срываем вначале над колесами, сзади. И передняя защелка. Убираем в сторону и осматриваем. Отключаем клеммы шнура и двигателя. И будем проверять. Прозвоним двигатель. 4 Ома. И шнур. Один провод есть. И второй тоже есть. Подключим обратно в схему. Включим опять. Ужасный звук. Будем продолжать разбор, добираться до двигателя. Насос на защелках спереди у нас. И здесь у нас 3 винта. Уберем сразу электронный модуль с корпуса насоса. И открываем сам насос. Сразу бросается в глаза забитие заднего фильтра. Куски алюминия от крыльчатки. Фильтр.
Двигатель у нас просто заклинил. Будем разбирать двигатель. 4 загиба по окружности крышки крыльчатки. Пассатижами разгибаем. И снимаем. Полностью разрушена крыльчатка. Будем дальше разбирать. Уберем пылесос в сторонку и будем работать непосредственно с двигателем. Снимаем задний уплотнитель фиксатор, препятствующий вращению двигателя в камере насоса. Головка у нас на 12. Плоской отверткой с обратной стороны вставляем между ротором и статором. Поворачиваем вокруг своей оси и заклиниваем так, чтобы не вращался ротор. И по часовой стрелке откручиваем. Резьба обратная, так называемая. Дальше идет у нас шайба и сама крыльчатка. Помогаем в качестве рычага плоской отверткой снимать. Проставочная шайба. Снимаем щетки. Щетка 1/2 в норме. Якорь ламели тоже у нас перегрева не видно, а вот подшипники гремят. Будем менять крыльчатку, а дальше посмотрим. Модель М10G VCM. Очень популярная модель. Нашли мы такой же БУ с похожей проблемой. Подшипники и горит якорь. Отложили в сторонку до лучших времен. И сейчас с него снимем крыльчатку и распределитель потоков. Также разбираем. И переставляем. Это мы промоем. Этот тоже у нас пойдет под душ. Где следы строительной пыли, там сразу ждите
разваленные подшипники. Пыль абразивная, перегревает подшипники, начинает болтаться, и все по цепной реакции. Поэтому старайтесь пылесосами, предназначенными для уборки бытовой пыли, не убирать строительную. Все, помыли. И будем собирать. Закручиваем уже против часовой стрелки. Молоточком возвращаем загибы в прежнее состояние. Продеваем провода в паз специальный для них. 6 оборотов примерно. Катушку натягиваем, чтобы она у нас затягивала провод. Сильно натягивать не стоит, чтобы она не была при постоянном напряжении и пружина не лопалась. Провод должен возвращаться, чтобы его немножко под конец можно было подтолкнуть. То есть не сам залетал бы, а вот с таким вот подталкиванием. Верхняя крышка. И давайте проверим. Работает ровно. Я вам показал, как будет звучать, если не поменять подшипники. Так что будем менять и подшипники тоже. Продолжаем разбирать двигатель. Выколачиваем якорь. Следы от отвертки, которая никаким образом не влияет на функциональность ротора. Все, будем снимать подшипники с помощью сверла примерно на двоечку. Можно и другим. Намечаем на концах оси луночки, делаем такие вот, чтоб бита съемника не соскальзывала при снятии.
усверливаем вот такие вот ямочки с обеих сторон, чтобы бита съемника не соскакивала. Все, берем съемник, зажимаем вначале один подшипник задний. Вот идет срыв, щелчок. И она пошла. Хороший съемник. Теперь сюда можно подложить, поскольку диаметр винта съемника слишком большой, и он внутрь не поместится. Вставляем вот такую гайку, длинную стойку. И продолжаем продавливать, выдавливать его, снимать с оси. Все, подшипник соскочил. Даже так слышно, как он трещит. Должен работать относительно бесшумно. Так, снимаем передний подшипник. Накрутили гаечку. Еще один вариант, чтобы при съеме бита не соскальзывала. Все. И передний тоже. Подшипники SKL фирма, бренд 608 ZZ. Z. Будем насаживать с помощью тисков. Вот таким образом, сдавливая, надеваем нижний, задний подшипник. А теперь передний. Вначале ставим гайку, чтобы насадить его. А дальше глубже посадить на ось. Помогут нам другие гайки, большие диаметром, у которых резьба больше диаметра оси. Насаживаем глубже. Все. Ротор в сборе. Устанавливаем в двигатель. Немножко подстучим, чтобы зашел у нас задний подшипник на свое место. И также верхнюю часть. Шайба проставочная, верхняя шайба. Закручиваем против часовой стрелки. Проверяем, как крутится крышка корпуса крыльчатки, щетки.
уплотнитель, фильтр звукоподавляющий. И собираем все в корпус 3 винта. Включаем. Ну вот, другие звуки. Убавляем на минимум регулятор потенциометра. И ставим крышку, также здесь убавляем на минимум. Чтобы у нас вошло сюда, чтобы ось потенциометра вошло аккуратно в ручку. Все, устанавливаем крышку. Защелкиваем защелки. Задние. Все, встало. И опять проверяем. Шнур, бывает, после закрытия крышки перестает убираться провод. Проверяем также. Все, проверяем на работе саму кнопку, как она у нас встала. Как регулируется. Не закрыли. Все, закрыли. И вот у нас мощность всасывания. На руке можно поднять пылесос. Задний фильтр. Вставляем, предварительно выколотив оттуда пыль. Лучше, конечно, менять их на новый. Сзади стоит микрофибра, которая просто так не прочистишь. Все, убираем шнур. Ремонт закончен. А вы подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего. Ставьте лайки. До новых встреч.